Всем привет! Сегодня мы прогуляемся по очень уютной и красивой деревне Левкара. Мы доехали до деревни, тут есть бесплатная парковка. Я ставлю метку на карте, вот тут удобно можно встать, ставить машину. Своим названием Левкара обязана большому содержанию в горных породах известняка и диоксида кремния, придающего белый цвет горным склонам. Из известняка построено большинство домов в деревне. Известные из деревни принесли ее мастерицы, которые плетут кружевные изделия. Специальная техника плетения кружева имеет особое название – левкаритика. Здесь много мастерских и маленьких лавок, где прямо при вас рождается настоящее произведение искусства – скатерти, наволочки, платья и многое другое. Делается по этой технике. То есть прорезная двухсторонняя безузелковая работа. Вот. Это, собственно говоря, отличительная черта левкарской вышивки. И именно эта техника, она охраняется единственной в мире, вышивка я имею в виду, единственная в мире охраняется ее вещей. Служит не меньше 100 лет. Именно потому, что здесь изначально самый качественный материал – это лен, самый лучший. Почему? Потому что он пропаренный, не беленый. Но сейчас этот промысел является вымирающим, так как труд таких мастериц низкооплачиваемый, и молодое поколение уже не хочет этим заниматься. Кроме того, широко известна деревня производством изделий из серебра, украшения и посуда, оклады для икон. Это оказалось лично для меня намного интереснее кружев, и я не смогла уйти из этой лавки без серебряных сережек. Деревня разделена на две части – Пана Левкара, от греческого «верхняя», в которой мы как раз и будем гулять, и Ката Левкара, от греческого «нижняя». Деревня построена на юго-восточном склоне Тродоса, на высоте 650 метров над уровнем моря. У этой деревни даже есть свой хэштег, который вы сможете использовать в своих соцсетях. Сразу видно, что это довольно популярная деревушка здесь, на Кипре. Основную версию названия деревни Левкара я рассказала вам в начале ролика. Вторая версия гласит, что деревня получила свое название от тополей, которые широко произрастали в этом районе, и называются они Левкас. Наконец, третья версия говорит, что название деревни произошло от имени первого поселенца деревни по имени Левкалос. Гуляя по деревне, мы вышли к церкви Святого Креста. Церковь была построена в деревне в XIV веке. В иконостасе храма в специальной нише хранится большой деревянный крест, обитый серебром, в центре которого вставлена частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Улочки иногда были такие узкие, что мне казалось, что я смогу легко достать руками стены по обе стороны.
Зашли мы и в этнографический музей Левкары, расположенный в отреставрированном доме, безумно красивого цвета. В нем можно узнать о жизни семьи в XVIII-XIX веках. Кстати, вход в этот музей совершенно бесплатный. Нужно просто взять билет справа при входе в небольшом здании. Здесь представлены предметы быта, посуда, костюмы, ну и, конечно же, кружево, куда без них. Прогулявшись по городу, мы решили подняться на Смотровую, чтобы увидеть весь город свысока. Конечно, в жаркую погоду лучше заезжать сюда на машине. Наверху нет удобной большой парковки, но пару машин точно можно будет поставить. Но мы же любим походы, поэтому решили прогуляться по горе пешком и иметь возможность задержаться на разных точках столько, сколько мы захотим, а не проехать все быстро на машине. Забравшись на гору, открывается очень красивый вид не только на город, но и на все горные массивы. Даже вдалеке можно рассмотреть Лимассол, из которого мы приехали. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. В Пано-Левкаре площадь пахотных земель ограничена. На них выращиваются винные сорта винограда, оливки, миндаль, цитрусовые и такие фруктовые деревья, как инжир, гранат и сливы. Спустившись обратно в город, мы решили отдохнуть и перекусить в одной из здешних таверен. Порции на Кипре такие большие, что зачастую нам достаточно взять всего лишь одну порцию на двоих, чтобы полноценно пообедать. Ну и так как я сладкоежка, было принято решение пойти попробовать выпечку. Но не просто выпечку, печенье, на которых, угадайте что, конечно же, изображены кружева. Позже, приехав домой и готовя это видео, я нашла интересное интервью с женщиной, которая открыла это место. Если вас также заинтересовало это, вы можете прочитать это интервью, я оставлю ссылку в описании. Но если вкратце, это кафе открыла женщина, которая росла в Левкаре и училась с ранних лет плести кружево. Однажды она переехала в Англию и долгое время была там. Но потом она решила вернуться в Левкару и открыть здесь производство печенья с известным орнаментом, которое помнила с самых малых лет. Пока мы сидели, грелись на солнышке и поедали печеньки, нам вдруг вспомнилось озеро красивого цвета, которое мы видели, поднимаясь на обзорную площадку. Недолго думая, мы решили до него доехать и убедиться, что оно такого же красивого цвета, как казалось нам свысока. Ехать до озера от деревни недолго. Но в какой-то момент дорога меняется из асфальтированной в грунтовую, и было принято решение пройти 15 минут пешком, чтобы обезопасить машину от проколотого колеса. Кто смотрел «Териперку», помнит наши приключения со сменой колес. Оказалось, что это не просто озеро, а водохранилище. И цвет был и правда таким же красивым, как мы видели сверху.
Плотина была построена в 1985 году. Здесь обитает около 8 видов рыб, но рыбалка здесь запрещена, поэтому вы можете приехать сюда, чтобы полюбоваться на панорамный вид, который открывается с плотины. Вот такой получилась у нас поездка на один день в Левкору. Я думала, что мы заедем в эту деревню ненадолго, и дальше отправимся в Ларнаку или Пафос, но в итоге мы провели здесь почти весь день, и совсем не хотелось уезжать. Особо запомнилось узкие каменные улочки, уютные таверны, старинные церкви и в целом очень красивая кипрская архитектура. Поэтому всем однозначно советую посетить эту красивую деревушку.